Всем привет! Вы на канале Dasha Models, и в этом видео я хочу вам показать довольно интересную модель. Это чешская фирма, которая выпускает такие конструкторы Monty System. Это что-то среднее между игрушкой и уже моделизмом. Эта сборка обещает быть без клея, просто небольшие детальки на литниках, уже окрашенные, и при этом мы получаем довольно узнаваемый прототип Мерседеса. Так что давайте смотреть. Поехали. Итак, передо мной коробочка, и это довольно интересный набор, который мне прислал мой зритель Вацлав из Чехии. И, кстати, всем привет, кто меня смотрит из этой страны. И здесь представлен довольно популярный набор, который коллекционируют многие жители этой страны. И это вроде как и модель, вроде как и игрушка, и при этом она действительно показывает настоящую технику, которая колесит по дорогам Евросоюза. Ну а купить все необходимое для моделизма, будь то наборы для сборки, краски, инструменты, вы можете в магазине «Модельная лавка». Там регулярно появляются новинки от Звезды, от АВД, от других мировых производителей. Для первого заказа действует промокод, который вы видите на экране. Он дает вам скидку в 500 рублей. Но если вы бывалый пользователь лавки, то есть промокод Dasha, и он дает вам скидку в 10%. Так что ссылка на магазин в описании. Переходи, там и все действующие промокоды. Модель в 48-м масштабе. Конечно, наверное, бы в 43-м эта модель смотрелась бы поинтересней. Наверное, это отсылочка к такому авиационному моделизму. Фирма это Vista, если я правильно прочитала. Все тут легко и просто. И это Actros L. Интересно, почему они не пишут, что это Мерседес. Тоже, видимо, боятся каких-либо споров с лицензией. Но значок приклеили, нарисовали. Такие наборы называются Monty System. И они не требуют ни клея, ни краски. И при этом у вас получается действительно модель. Мне зритель прислал две модели. Вот у меня коробочка от вот такой пожарной Татры. И я со своим секретным моделистом собрала эту модель. Видно вам или нет? Вот она. И, как видите, за буквально 10 минут у нас получается вот такая модель-игрушка. Конечно, до модели она немножко не дотягивает, и при этом и на игрушку тоже уже не совсем похожа. У Звезды есть такая серия, тоже детские модели, но они совсем абстрактные, напоминают какие-то игрушки из песочницы, игрушки, совсем уж действительно игрушки, хотя принцип у них примерно похож. А здесь все-таки есть какая-то копийность с оригинальной машиной. Ну а больше моих фото и видео вне моделизма вы можете найти на моей страничке на Boosty. Там вы также сможете поддержать мою деятельность и попасть в титры к видео. Ссылочка на Boosty есть в описании к видео, так что тоже рекомендую подписаться еще и на мой Telegram. Там оперативно выходит информация о моих новых видео на канале Dasha Models и Dasha Technic. Ссылочка на Telegram есть тоже в описании. Посмотрим, что внутри, как выглядит сам набор. Соответственно, детали. Они уже имеют цвет, то есть действительно краски не надо. Вот рама, тоже в виде таких как бы литничков, то есть отделяются детали даже просто обычным отламыванием. При желании можно зачистить, а можно и нет. Так что крепится все это довольно легко. В наборе также инструкция. И наклейки, они действительно наклейками, по-моему, а не декалями, хотя больше похож на декали. Так, как всегда, инструкция по технике безопасности. И вот такой вот окрашенный контейнер, который будет вести наш грузовичок Actros. Так что, в принципе, даже чем-то напоминает модели от АВД, потому что это тоже АБС-пластик. Очень действительно похож на АВД, и при этом он немного все-таки упрощен, потому что
Actros это же очень похож на наш КамАЗ К5. И КамАЗ К5, конечно, выглядит более реалистично, чем вот этот кабина от Actros. Но почему бы и нет? Потому что такие модели, и это действительно хорошее начало для молодого поколения погрузиться в наше хобби. Так что советую обратить внимание таким фирмам, как АВД, наверное, в первую очередь, что это довольно интересное направление в моделизме и в творчестве. При желании, конечно, ее можно и окрасить. И инструкция выполнена вот так вот на 2 листах. То есть нам предлагают собрать отдельно, получается, шасси с контейнером и затем сам автомобиль с прицепным устройством. Так что давайте начнем, наверное, с основного автомобиля. Тут детали подписаны цифрами, и давайте их искать. Вот рамочка, на которой находятся детали для этого шага. Примечательно, здесь нет никаких цифровых обозначений, хотя на инструкции есть, нет никаких схем этих рамок. Так что давайте по наитию все это собирать. Отламываем. С помощью надфиля я все-таки уберу эти пеньки. Хотя не вижу особого смысла, потому что модель все-таки больше игрушечная, чем настоящая. Так что да, детали приходится искать по внешнему виду. И они довольно разбросаны по этим рамочкам. А вторым шагом необходимо установить уже заднюю ось. Для этого в наборе есть вот такие вот трубочки стальные. Соответственно, устанавливаем диск. Нет, сначала мы установим резину. Тут она дана вот на таких резиновых отливках. Так, значит, на диск устанавливаем сначала вот так, а вторую другой стороной. Убираем аккуратно пенечки. Так, теперь вставляем ось сюда, проверяю. Отлично. Так, ставим второе колесо. Так, ставим теперь колеса на место. А пока я собираю этот грузовик, давайте обсудим проблемы вовлечения подрастающего поколения в хобби. Ведь моделизм – это увлекательное хобби, сочетающее в себе техническое мышление, творчество и внимание к деталям, а также терпение. Оно развивает мелкую моторику, пространственное воображение и усидчивость. И, казалось бы, для подростков, находящихся в поиске своего интереса, это направление могло бы стать прекрасной альтернативой бесцельному времяпрепровождению в соцсетях. Однако на практике моделизм почти не привлекает молодежь, а в ряде случаев воспринимается как устаревшее или скучное занятие. Почему это происходит? Какие барьеры мешают подросткам приобщаться к этому виду творчества? Давайте разбираться. Главная и наиболее очевидная причина снижения интереса к моделизму – это цифровизация подростковой среды. Современные дети с раннего возраста находятся в информационном поле, насыщенном мобильными играми, YouTube-видео, социальными сетями и короткими развлекательными роликами. Все это формирует у подростков склонность к быстрому получению удовольствия и кратковременной концентрации. Моделизм, напротив, требует терпения, неспешной работы, вдумчивости, навыков, которые в цифровом мире постепенно утрачиваются. Для подростка гораздо проще включить игру, где можно собирать виртуальный самолет за считанные минуты, чем часами сидеть с настоящей моделью, красками, клеем и мелкими деталями. Цифровые альтернативы моделизму, вроде симуляторов и строительных игр, предлагают тот же результат, только быстрее и с меньшими затратами сил. Моделизм практически исчез из поля массовой культуры. Его не показывают по телевидению, о нем не рассказывают популярные блогеры, и он редко фигурирует в школьных проектах и выставках. Для подростка, особенно живущего в крупном городе, моделизм становится невидимым хобби, о нем просто не знают. Отсутствие современных образовательных и развлекательных материалов тоже играет роль. В интернете не так много качественного, адаптированного под подростка контента, пошаговых видеоуроков, советов по выбору первой модели, обзоров наборов и инструментов. А если такие материалы есть, то они часто ориентированы на взрослых моделистов.
Моделизм – это довольно затратное хобби. Хороший набор может стоить немалых денег. А также потребуется клей, краски, кисти, ножи, пилочки и другие инструменты. А для подростка, особенно из небогатой семьи, вход в моделизм может быть слишком дорогим. При этом качественных стартовых наборов, специально предназначенных для новичков, с простыми инструкциями и недорогими, практически не найти на полках массовых магазинов. И кроме того, нередко подростку просто негде заниматься моделизмом. Нехватка места дома, отсутствие подходящего освещения или безопасной рабочей зоны тоже становятся преградой для вступления в это хобби. Собираем все воедино. Так, нет. Дверки назад. Так. И вот такой у нас получился автопоезд. И вот такие модели игрушки у меня получились. Это довольно интересный конструктор, который изображает практически очень классно прототипы своих машин. И в целом это довольно интересные наборы, и я желаю производителям обратить внимание на такой вот вид творчества, такие конструкторы, которые являются очень хорошим стартом для начинающего моделиста. Они не отпугнут своей игрушечностью и при этом не испугают своей сложностью молодого моделиста. Надеюсь, это видео вам понравилось. До новых встреч. Пока-пока. Падает модель, но хочется летать. Склею новый мир, где я живой, но в реальности я сам не свой. Сердце шепчет, а разум молчит. Хотел бы